Корейская чайная культура, как известно, сосредоточена в монастырях. Все, что нужно знать о корейской чайной культуре, это то, что в половину второго ночи протестующие монахи из других монастырей поют песни под стенами тех монастырей, чай из которых им не нравится. Это очень интересная традиция. Самое интересное и самое удивительное в корейской чайной традиции – это сам факт ее полноценного существования на скудном, можно даже сказать, ничтожном объеме чая. Посудите сами, ежегодно в Корее производится 3500 тонн чая. Это в разы меньше, чем, например, на Тайване, и в десятки раз меньше, чем, например, в Турции. Точных данных по потреблению чая в Корее за последние годы у меня нет, но я уверен, что это потребление не перевалило за 100 грамм на душу населения в год. Опять же, для сравнения, это в 10 с лишним раз меньше, чем в России. При этом в Корее не только мало чая производят и мало чая потребляют. В Корее очень развиты культуры других напитков, в первую очередь, конечно, кофе и соджу. Насколько мне известно, по количеству кофеин на душу населения Корея занимает первое место в мире. А просто, опять же, для справки, самый продаваемый алкогольный бренд в мире, с которыми там не тягаются ни Джонни Уокер, ни другие известные нам марки, это бренд, под которым выпускается вот это самое соджу. Это такой традиционный корейский картофельный или зерновой дистиллят, в который добавляют всякие вкусняшки и разбавляют водой. Но даже это еще не все. Несмотря на кофе и соджу, которые можно отнести к социальным напиткам, с нишей таких вот интимных домашних напитков в Корее тоже все отлично. Там существует огромная и всеобъемлющая традиция напитков из зерна, из кореньев, из цветов, из фруктов, которые завариваются по чайному принципу, то есть горячей водой. И некоторые из этих напитков, они давно уже устоялись в корейской культуре, имеют свои названия, тоже устоявшиеся, в которых, кстати, обязательно присутствует слово чай. Например, вот инсан-чай – это напиток на основе женьшеня. Причем эти напитки, они потребляются как в традиционной схеме, такой рафинированно традиционной, так и в совершенно такой невероятной современно-барной, как-то включаются в композиции с разной едой. Короче говоря, все возможные ниши, в которых может работать чай, в Корее заняты. Но тем не менее, несмотря на то, что чая мало производят, чая мало пьют и пьют много всего остального, корейская чайная традиция не просто существует, она существует абсолютно полноценно. В ней есть все, что должно быть в нормальной чайной традиции. Во-первых, есть уникальные природные условия, в которых чай растет, в которых чайные плантации отлично существуют. Во-вторых, есть специфическое производство, в котором есть свои интересные нюансы. В-третьих, есть оригинальная чайная торговля, и в-четвертых, есть не менее оригинальное чайное потребление. То есть все вот эти вот компоненты нормальной чайной культуры, они присутствуют и делают вот этот вот феномен корейской чайной традиции необычайно интересным. На мой взгляд, устойчивость этого феномена обусловлена тремя причинами. Первая причина совершенно очевидна, это естественная история. Корейский чай и корейская чайная традиция являются одной из самых старых чаев и, соответственно, старых чайных традиций в мире. И, как, например, у китайской чайной традиции в истории чайной Кореи есть и легендарный блок, только связан он не с императором, а с заморской принцессой, которую звали Хохванок, и которая, по легенде, в первом веке нашей эры откуда-то издалека прибыла в Корею и привезла с собой, я надеюсь, все-таки не саженцы, а семена чайного дерева, и которые были в Корее посеяны, выросли, из которых начали делать чай. Но, опять же, повторюсь, вот этот вот приход чая в первом веке нашей эры, он в самой Корее считается легендарным, а более или менее достоверная чайная история Кореи отсчитывается с 7 и с 9 веков нашей эры. К 7 веку относятся упоминания о том, что чай в Корее пьют, а к 9 веку относятся упоминания о том, что чай в Корее выращивают. Корейская чайная история никогда не была простой. Чай облагался достаточно высокими налогами, чайная индустрия очень сильно страдала во время войн, которых на Корейском полуострове хватало. И был даже такой забавный период, когда чай целенаправленно замещался вином в повседневной аристократической культуре. Но именно в результате вот этой непростой истории сформировалась вторая причина, которая, как мне кажется, обуславливает устойчивость корейской чайной традиции. Это феномен, который можно описать простой формулой буддийский монастырь плюс окрестные деревни. Как и во многих других странах соседних, буддийские монастыри в Корее являются и были центрами потребления и распространения чая. А
окрестные деревни, они вот это вот потребление и распространение поддерживали производством. И вот этот вот замечательный конгломерат монастырей и деревень обеспечил очень компактное существование тех самых трех китов культуры, о которых я уже говорил. Производство, потребление и торговля. Они были всегда рядом и всегда вместе. И этот вот конгломерат, он обеспечивает совершенно удивительный синтез традиций и инноваций, который позволяет чайной культуре в Корее, с одной стороны, сохранять какие-то старые, интересные, очень приятные вещи, с другой стороны, постоянно и очень динамично развиваться. И этот же конгломерат монастырей и деревень, как мне кажется, стал причиной появления третьего фактора, обеспечивающего устойчивость корейской чайной традиции. Чайная традиция в Корее – это традиция осознаваемая и поддерживаемая. Это очень важно. Чай является элементом торжественной корейской культуры, но при этом он не исключен из культуры повседневной. Его совершенно спокойно можно покупать и пить как каждодневный напиток. В Корее существуют чайные школы, чай внимательно изучается, сама культура чайная изучается и каким-то образом поддерживается и развивается. Проводятся чайные выставки, чайные фестивали, всякие прочие чайные мероприятия, и, естественно, развиваются культуры, которые смежны с чайной. Это культура посуды, культура одежды, культура коммуникации и всякие прочие интересные штуки. Вот эти три причины – история, феномен монастырей плюс деревня и четко определенная социальная роль чаепитий – приводят к тому, что в итоге на совершенно ничтожном, как я уже говорил, количестве чая существует полноценная и очень интересная чайная традиция. Что же касается самого корейского чая, вернее даже чайной индустрии, то ситуация с ним примерно такая. Производство чая в Корее сосредоточено в основном на юге Кореи, соответственно, Корейского полуострова. Чайные регионы Кореи достаточно формализованы, у них определены границы и некоторые прочие характеристики. И, честно говоря, на мой взгляд, именно регионы являются центрами самой интересной корейской чайной централизации, потому что очень часто именно в регионах, в каждом конкретном регионе сосредоточены такие блоки, куда входит, например, чайный институт, чайный музей, парадный чайный магазин с разными чайными продуктами. И вот ездить по этим регионам и изучать, скажем так, следы материальной корейской чайной культуры всегда очень интересно. Регионов, опять же, повторюсь, много, но, пожалуй, из них можно выделить 4 самых известных и самых знаменитых. Причем у каждого из этих регионов есть свой маркетинговый маркер, помимо всяких формальных характеристик. Это такой, знаете, такой признак, который, в общем-то, не является универсальным для всех чаев этого региона, но о котором просто интересно рассказывать. Вот я сейчас заварю чаи из 4 регионов, и параллельно об этих регионах расскажу, опираясь как раз на те самые маркетинговые маркеры, о которых уже упомянул. Первый регион – это Пасон. Пассонским чаям обычно приписывают морскую ноту во вкусе и аромате, объясняя ее приморским влиянием и тем, что на пассонские плантации дуют соленые ветра с морей и океанов. На самом деле, приморское явление и влияние не является уникальным для Пассона, с приморским влиянием в Корее вообще все хорошо. А вот тот факт, что чайную индустрию, коммерческую чайную индустрию в Пассоне стартовали японцы, я встречал дату 1939 год, и то, что в Пассоне в основном выращиваются чайные деревья японских сортов или их потомков, естественно, придает некоторую такую ябутитность вкусу пассонского чая. И на самом деле, если мы пассонский чай понюхаем, родные японские ноты мы учувствуем там довольно хорошо. Водорослями он пахнет сильнее, чем чем-нибудь остальным. Кроме того, пассонскую чайную индустрию обычно называют индустрией более современной и аккуратной, но вот эти характеристики, эти маркеры уже имеют смысл только в сравнении с индустрией другого региона, который называется Ходон. Ходон – это регион, в котором выращиваются в основном китайские сорта чайного дерева или же, опять же, их потомки. И этот регион, если мы принимаем версию о том, что выращивание чая в Корее началось в 9 веке, этот регион является самым старым корейским чайным регионом. И, соответственно, там вот эта архаичность, она немножко эксплуатируется. Там есть одичавшие чайные сады, есть очень старые чайные деревья, можно найти чайные кусты, которые так немножко бардачно растут под бамбуком, то есть, вот такая, управляемая архаичность. Если же мы говорим об аромате и вкусе,
чаев из Ходона, то из них вылезает, во-первых, вот эта вот характерная для некоторых китайских зеленых чаев тыквенная печеность, которую, ну, когда характеризуют корейские чайные вкусы в целом, считают основным любимым признаком корейского зеленого чая, это вот аромат тыквенных семечек. Вот. Ну и, во-вторых, вкус такой, знаете, как цветочно-богатый вкус и аромат. И, наконец, нет, не наконец, еще один чайный регион, о котором обязательно надо сказать, но чая из которого у меня нет, это регион, который называется Чеджу или Чеджудо, если угодно. Чеджу – это остров, который находится южнее Корейского полуострова. Это остров вулканического происхождения, и там в долинах разбиты чайные плантации, которые очень часто называют одними из самых лучших чайных плантаций в мире. Ну, вернее, принято считать, что условия в Чеджу, они являются одними из лучших для выращивания чая. Там, как правило, довольно крупные плантации разбиты, управляемые крупными компаниями, чуть-чуть менее там аккуратный сбор, но на качестве чая это обычно никак не сказывается. Мало того, вот эта вот вулканичность острова, она, естественно, переходит в вулканичность почв, а свойства почв, естественно, переходят в свойства сырья и прочее, и прочее, и прочее, и поэтому чай из Чеджу тоже очень высоко ценится. Ну и кроме того, это безумно красивый и остров, и плантации, и там плантации не только используются по непосредственному назначению, но и являются частью туристической инфраструктуры. Четвертый регион – это Кимхэ. Этот регион вообще просто замечателен, потому что в Кимхэ делают джангун. А джангун – это чай, который производится из чайных кустов, листья которых крупнее, чем в среднем по Корее. Ну и кроме этого, химический состав этого сырья, он немножко отличается от среднекорейского. Например, там больше танинов. Вот эти вот относительно более крупные листья и более тонинные листья, они как бы намекают, что на самом деле этот самый джангун в Кимхэ делают из осаники. Не из японских сортов и не из чистой камелии китайской, а именно из осаники. Это действительно так. И все бы было нормально, если бы в Кимхэ не было гробницы той самой заморской принцессы Хохванок, о которой я уже говорил, и которая в первом веке нашей эры прибыла в Корею откуда-то издалека. Вот. И если бы не оказалось так, что по одной версии эта принцесса прибыла из Индии. Я смотрел на карту, я представляю себе, где Индия и где Корея, и я совершенно не представляю, как в первом веке нашей эры можно привезти там семена или саженцы чая из Индии в Корею, даже с остановкой в Сычуане, такая легенда тоже есть. Но как бы не подтвердить, не опровергнуть эту легенду я не могу, а вот люди, которые производят и продают чай в Кимхэ, они очень охотно эксплуатируют вот эту вот цепочку, ассамская разновидность чайного куста, индийская принцесса, ну и вот вам, пожалуйста, могила, она там действительно есть. После заваривания вот эти вот яркие там морские тона, семечковые тона и такие цветочные тона в чаях из Пасона, Ходона и Кимхэ, они сгладились достаточно сильно. Я бы так сказал, что море, ну не то, что совсем ушло из пасонского чая, но уступило в нем место просто приятным, довольно стандартным тонам классического зеленого чая, хорошего, вкусного и прочего, и прочего, и прочего. То есть, на самом деле, ну как будто про ебутитность я говорил, но вообще, на самом деле, откровенные вот такие темы Японии из него не лезут. А вот из ходонговского чая вот эта вот семечковость, несмотря на то, что немножко сгладилась, она все равно выпирает уже более активно, она чувствуется и в аромате, и отлично сохраняется во вкусе. То есть, ну, в принципе, если именно этот чай считается таким стандартным корейским чаем, то это хороший стандарт, очень добротный, приятный. Что же касается чая из Кимхэ, то, знаете, его легче характеризовать не какими-то четкими объективными параметрами, а его легче сравнить. Он очень похож на те чаи, которые когда-то делали в Абхазии и которые сейчас иногда делают в Краснодарском крае, то есть зеленые чаи. Он даже цветом немножко похож, у него такая вот эта желтоватая зелень, вот, но и на вкус и на аромат он тоже очень напоминает современные хорошие краснодарские чаи. Так что, возможно, Хохванок была совсем не индийской принцессой, а может быть вышла откуда-нибудь из Армении или из Крыма, не знаю. Независимо от региона, корейский чай делится на две большие группы. Это зеленый чай и весь остальной чай. И если с производством зеленого чая все более или менее регламентировано и стандартно, то со всем остальным чаем там есть такой расколбас с небольшими вкраплениями порядка, о котором я расскажу чуть-чуть позже.
Зеленый чай производится по очень простой технологии. Свежесобранные чайные листья сначала прожариваются с постоянным ворошением в небольших котлах, значит, ну, например, из нержавейки, хотя может быть, естественно, и другой металл. Потом, когда они там дошли до определенной температуры, их откидывают на стол, покрытый ветошью, и там скручивают вручную, параллельно производя такую предварительную небольшую сортировку. После того, как чайные листья остыли, их снова возвращают в котел, снова прожаривают, снова ворошат, потом снова откидывают на стол, снова скручивают, снова сортируют. И таких циклов делают 6-7. И когда специалисты, которые изготавливают чай, они понимают, что все достаточно, они делают финальную сушку, делают ее с таким расчетом, чтобы после остывания чай уже высох окончательно и как бы превратился в готовый продукт. На самом деле, ну как бы ничего суперсложного в этом нет, и само это производство, ну как вот, да, технически элементарно, но, как всегда бывает, в нем есть нюансы. Первый нюанс состоит в том, что все хорошие корейские зеленые чаи производятся вручную. Соответственно, интенсивность такого производства очень невелика, стоимость рабочей силы достаточно высока, ну и, соответственно, цена хорошего корейского зеленого чая, она, ну, если сравнивать с зелеными чаями из других стран, она выглядит запредельной. А второй нюанс состоит в том, что, несмотря на то, что ни скрутка, ни прожарка, ни ворошение, они не требуют каких-то супер навыков, все равно вот некоторые моменты, например, контроль температуры, например, определение момента финального прогрева, они требуют как минимум опыта, ну а в хорошем случае, естественно, мастерства. Я подозреваю, что есть еще какие-то нюансы, у меня опыт изготовления корейского зеленого чая чисто туристический, и наверняка есть что-то, о чем я не знаю. Значит, все корейские зеленые чаи, они классифицируются не только по регионам произрастания, они классифицируются по времени сбора, причем эта классификация двойная. Значит, во-первых, ну, естественно, сбор бывает первый, второй, третий, четвертый. Первый сбор – это весенний, второй сбор – это где-то июнь-июль, третий сбор – это август, и четвертый сбор – это сентябрь-октябрь. Конечно, самыми лучшими считаются чаи первого сбора, значит, и самое интересное, что вот эти вот чаи первого сбора, весеннего, они внутри себя имеют еще одну классификацию. Грубо говоря, есть первый сбор, ну или самый первый, если угодно, он производится до 20 апреля. Есть первый-второй сбор, или, условно говоря, майский, он производится где-то в районе 5 мая. Есть первый-третий сбор, это сбор позднемайский, и есть первый-четвертый сбор, это сбор, который уже даже немножко июньский. И если в апрельском и майском сборе, то есть в первом-первом и первом-втором, в дело идут только самые молодые и самые качественные листочки, то первый-третий и первый-четвертый сбор уже не такие щепетильные. Значит, и на самом деле, в принципе, конечно, парадным, самым интересным корейским чаем является чай вот этого вот первого сбора целиком, да, там с подразделением на 4 подсбора. И есть даже такие чайные плантации в Корее, на которых никаких других сборов нет. Все остальное время чайные кусты проходят техническую обрезку, а листья, которые в результате этой обрезки получаются, они идут на изготовление всяких разных чайных и околочайных продуктов. Ну и есть, конечно, плантации не такие пижонские, с которых собирают чай и в июне-июле, и в августе, и в сентябре, и октябре. Значит, сейчас вот я заварил 3 чая из Ходона с разных садов и разных сборов. То есть, к сожалению, найти чаи, которые относились бы к одному саду, а в Корее точно так же, как и, например, в Дарджилинге, выделяются не только чайные регионы, но и конкретные чайные сады. Так вот, найти чаи разного сбора одного сада пока не удалось, поэтому здесь у меня сад с прекрасным названием Сонсюнам, это первый сбор, сад с прекрасным названием Юнчхон, это первый-второй сбор, и сад с не менее прекрасным названием Джотайон, это первый-третий сбор. Значит, естественно, кстати, вот этот первый-второй, первый-третий сбор, они имеют свои корейские названия, но я их не буду воспроизводить, потому что на слух вот этот весь объем корейских терминов, он, конечно, тяжело воспринимается. Значит, пока чай немножко заваривается, я забегу вперед. Вот если характеризовать корейский зеленый чай в целом, то ему надо будет дать совершенно парадоксальную характеристику. Это потрясающий по качеству повседневный чай.
Вот, знаете, зеленый чай вообще очень трудно воспринимать как продукт повседневный. Он все-таки довольно настырен, ярок, даже когда вот совсем-совсем такой легенький. А вот с корейским чаем все хорошо, его реально можно пить всегда, постоянно. Ну и на самом деле, я говорю о хорошем корейском зеленом чае. И на самом деле эту повседневность торпедирует только один факт: довольно высокая цена. То есть на самом деле, ну, надо быть состоятельным парнем, чтобы позволить себе пить корейский зеленый чай как повседневный напиток. Ну и опять же, немного уходя в сторону от самих чаев, скажу, что вот эта вот классификация по времени сбора, классификация внутри первого сбора, и есть еще классификация по качеству чайного куста, чайного листа, значит, она как бы намекает на то, что помимо просто чая в Корее существует огромное разнообразие всяких разных продуктов. Много разного сырья, много разного товара. Значит, и это действительно так. В Корее есть парадный зеленый чай там, первого сбора, плантационный, из конкретного сада и т.д. и т.п. В Корее есть абсолютно простой зеленый чай, который продается в пакетиках и в который еще могут насыпать разного, например, прожаренного риса. В Корее весьма распространен порошковый чай. В Корее существует такой феномен, как дон или док ча. Это простой зеленый чай, который спрессован в такие монетки с дыркой посередине. Их нанизывают на веревочке на манер баранок и довольно долго заваривают. В Корее существует невероятное количество продуктов, которые делаются из чая или с участием чая. Чайные вина, чайные ликеры, конфеты, мороженое, чайное масло, невероятное количество всякой чайной косметики и средств гигиены. Ну, грубо говоря, можно сделать целый магазин, который будет торговать только всякими разными чайными штучками, где на входе будут наливать напиток, приготовленный из порошкового чая, холодный, естественно, где будут кормить мороженым, и ты будешь там ходить между полок и только время от времени подбегать к персоналу и спрашивать, а что это такое вообще, что с этим сделать. Это очень интересно. Значит, ну и надо попробовать то, что у нас получилось с разными сборами и разными садами. Пусть еще немножко постоит, горячеват. Значит, а я пока расскажу о других чаях и, на самом деле, наверное, сразу и заварю другой чай. Помимо зеленого чая, как я уже говорил, в Корее есть весь остальной чай. И вот фокус этого всего остального чая состоит в том, что на самом деле в Корее можно найти весь спектр чаев, то есть там все вот эти стандартные чайные цвета, они в Корее будут представлены. При этом надо быть готовым к тому, что некоторые чайные цвета в Корее будут интерпретироваться по-своему. Например, мне встречался такой расклад, когда желтым чаем корейцы называли фактически черный чай, сильно ферментированный, в котором процедура ферментации и сушки, они были соединены в рамках одной технологической операции. То есть, фактически это получался черный чай, но они все равно его называли желтым. При этом встречался и желтый чай в нормальном китайском желтом смысле этого слова, он был прекрасен. То есть, вот это вот такая несуразица небольшая присутствует. Единственное, наверное, исключение из этой несуразицы – это корейский черный чай, который они называют, красный чай, они его называют просто ферментированным чаем, то есть, если иероглифы перевести. Значит, он встречается все-таки гораздо реже, естественно, чем чай зеленый, но все равно это такой уже продукт более-менее стандартный. Вот нам удалось добыть только черный чай из того же самого региона Кимхэ. Елена Анатольевна, спасибо. На самом деле, вот я там жалился, что не найти разные сборы одного сада, но очень часто сад и не производит чаи всех 4 первых сборов, назовем это так. Потому что, грубо говоря, хозяева сада знают, что вот у них первый и второй сбор самый интересный. И они делают его, потому что, в общем-то, задача не коллекционная, а чисто прикладная – сделать хороший чай. Но, тем не менее, я попробую сейчас все эти 3 чая с разных садов и разных сборов. Внешне, просто чтобы, как верили мне на слово, естественно, с каждым следующим более поздним сбором сырье становится более зрелым, там лист покрупнее и прочее, и прочее, и прочее. То есть можно каким-то образом спрогнозировать вкус, предположить, что более поздний сбор будет более насыщенным. Но сейчас проверим.
Я напомню, что это ходон, то есть это тот самый чай, в котором присутствуют печеные нотки вот этих вот тыквенных семечек и прочего, и прочего, и прочего. Но вот знаете, интересно, от сбора к сбору усиливаются два параметра. Во-первых, усиливается общая плотность чая, то есть он приобретает такую фактуру, телесность. Ну и во-вторых, да, вот эти вот печеные ноты, которые являются фирменными для ходона, они тоже становятся более заметными. Слово становится сильнее. Здесь будет формально правильным, но не совсем точным, потому что, ну, в конце там такой уж суперсилы нет. Они просто стали заметнее. Это очень интересно, очень приятно. Значит, ну, вот что еще можно сказать о корейском чае, пока заваривается черный. О корейском чае, наверное, я больше ничего не знаю. Значит, по идее, тут бы надо, конечно, уже переходить к рассказу о корейской чайной церемонии, но здесь есть один нюанс. Я к этому рассказу не готов ни информационно, ни материально. Я не знаю, как рассказывать о корейской чайной церемонии без этой шикарной корейской шапки. Их там много всяких разных бывает, и без костюмчика. Поэтому я, наверное, ограничусь двумя ремарками. Ремарка первая. У корейской чайной церемонии есть два технических нюанса, которые можно использовать при стилизации. То есть, грубо говоря, если вы захотите обойтись без костюмированных представлений и захотите просто воспроизвести корейскую чайную церемонию чисто гастрономически и технически, причем только на чае, потому что, честно говоря, проще всего воспроизвести корейское чаепитие будет, выставив на стол всяких разных там фруктов и трав с цветами и заварив их. Так вот, если мы говорим только о чае, то важным техническим аспектом корейской чайной церемонии является охлаждение воды перед завариванием зеленого чая в специальной чаше. Она может быть совсем плоской, если воду охладить надо сильно, так, например, поступают летом, когда воду охлаждают примерно до 60 градусов. Она может быть довольно цилиндрической, если речь идет о зимних церемониях, но какого-то там совсем жесткого стандарта на это охлаждение нет. В принципе, ну, как вы прекрасно понимаете, это охлаждение может быть реализовано любым другим способом. И второй нюанс, технический нюанс корейской церемонии состоит в том, что при разливе чая по чашкам они очень редко используют промежуточную емкость. То есть вот этих вот китайских тайваньских фенечек, когда чай из чайника сливается сначала в кувшинчик, а потом из этого кувшинчика разливается по чашкам, в Корее нет, они не используют никаких прибамбасов, но для того, чтобы все гости получили настой более или менее равномерный, они разливают из чайника в каждую чашечку по чуть-чуть, а потом снова возвращаются к первой чашке. Ну, технически это может быть даже поинтереснее, тут в каждом способе есть свои прелести. Ну и вторая ремарка, касающаяся корейской чайной церемонии, как это под эту ремарку я заодно буду пробовать черный чай. Значит, мне очень сложно делать обобщение, потому что опыт корейских чайных церемоний непосредственно в Корее я имею очень ограниченный, но вот представьте себе ситуацию. Вы переночевали в буддийском монастыре, и вас завезли куда-то в горы, в павильон, который очень корейский, он там с драконами, змеями, вы там сидите на полу, и вам говорят, что сейчас будет чаепитие. Какого чаепития можно ожидать при таких вводных? Естественно, невероятно церемониального, невероятно корейского и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Но корейцы, когда устраивают торжественные чаепития, видимо, считают, что основная задача этих чаепитий – расширить гостям чайный кругозор. И здесь с ними очень сложно не согласиться. Технически это выглядит так. Они ставят длиннющий стол, на котором есть несколько полян, называть вещи можно и привычными терминами, значит, и на каждой из этих полян они делают чай по-своему. В одном месте делают церемониальное корейское чаепитие по всем правилам, в другом месте заваривают вот эти вот дон-ча или док-ча, вот эти упомянутые уже монетки. В третьем месте заваривают чай из цветов, в четвертом месте вообще делают европейское чаепитие в английском стиле с французским ароматизированным чаем в самом сердце. А если выйти на улицу из этого павильона, там вообще будут взбивать венчиком порошковый чай, причем я даже не знаю, какой чай, японский или корейский. И вот эта вот эклектичность, одновременно серьезное и очень легкое отношение к традиции и вот желание сделать так, чтобы гостям было интересно и разнообразно, в корейских торжественных чаепитиях, конечно, очень сильно подкупает. Ну, а если завершать рассказ о корейском чае на нехарактерном для корейской чайной традиции черном чае, то тут тоже получится неожиданное. Это очень легкий, очень цветочный, очень ароматный чай. Его опять же легче сравнивать, чем описывать. Его можно сравнить с тайваньскими рубиновыми чаями, которые делают в хуаляньском стиле.
Или, опять же, с краснодарскими чаями, хорошими краснодарскими чаями. У них будет вот это же вот сочетание такой, знаете, морской сухости и цветочной фруктовости легкой. Очень приятный напиток, чего я вам желаю. Спасибо.